разбудил меня высветившийся в новостях пост о прибившемся к офису котенке, которому срочно была нужна помощь. Честно говоря, один только вид котенка испортил все настроение. Оставалась робкая надежда, что кто-нибудь из волонтеров уже забрал малыша в его-то состоянии. Но остальные, видимо, тоже надеялись на других, что поделать, летний сезон, все завалены вот такими котятами, кошками, собаками. Через пару часов снова натыкаюсь на данный пост, но никакой информации о дальнейшей судьбе котенка нет. Наш админ группы Лена, по моей просьбе, созвонилась с автором поста, чтобы поинтересоваться о его состоянии или подсказать, как оказать первую помощь. Но Лена не совсем поняла меня и по привычке пообещала автору поста, что в ближайшее время мы котенка заберем в приют. Неудобно получилось, в общем, дальше нужно было преодолеть следующее препятствие, рассказать о новом будущем жителе моему парню. Пришлось аккуратно намекнуть, что у нас намечается пополнение и дополнить это фоткой маленького страдальца. Реакция была ожидаемой, бурчания с дедовскими причитаниями нет, у нас и так детский сад, сначала этих раздай, его лечить надо, у тебя времени и так нет, и самое интересное, что все это сопровождалось натягиванием джинс и просмотра адреса, где находился котенок. Через полчаса котенок был у нас, и я пришла в ужас. Все глаза залеплены гноем, а под воспаленными веками даже непонятно, есть ли глаза вообще или спасать уже нечего. На носу огромная корка из выделений и грязи, котенок жадно хватал воздух ртом, пытаясь дышать. Пока отмывали корки, отовсюду лился гной. Но самое страшное, что она была изъедена до анемии блохами, а вдобавок еще и холодная, это очень плохо для ее плачевного состояния. В срочном порядке мы посетили врача, где подтвердилась критично низкая температура и микс инфекций. На носу и языке были свежие язвы. Под всем воспалением врач рассмотрел один сохраненный глаз, а насчет второго уверенности не было. Возможно, его бы потребовалось удалять. Но на тот момент все это было вторично, в первую очередь нужно было стабилизировать состояние. Радовало лишь то, что котенок сопротивлялся всем неприятным процедурам, а это хороший признак. Но на практике такие случаи в основном заканчиваются печально. Кто-то в комментариях под постом даже не забыл вставить свой вердикт: не жилец. Но мы боремся до последнего. По приезду домой сразу же поставили капельницу с необходимыми витаминами, покормили через шприц и положили котенка на грелку. Оставалось только надеяться, что организм справится. Часа 3-4 она провела в таком состоянии, лишь иногда приподнимая голову. Мы уже почти отчаялись. Потом малышка стала пробовать вставать, сидеть и даже еще раз немножко поела. Старались кормить часто и маленькими порциями, так как не знали, сколько она до этого голодала. Наевшись, она наконец-то улеглась в комфортную для нее позу, тихонечко замурчав. На следующий день мы обнаружили еще одну неприятную вещь. На всех лапках, которыми она пыталась чистить глаза и носик, были засохшие коросты из грязи и гнойных выделений. Когда мы стали размачивать и убирать корки, оттуда полился гной. Скорее всего, когда она пыталась умыться, то занесла инфекцию в лапки. Выглядело все страшно, и мы снова поехали в клинику, где ей промыли раны и назначили компрессы. Несколько дней мы делали компрессы и убирали некротическую ткань. Все это приходилось заматывать вот таким образом на несколько часов, чтобы она не снимала повязки. И сами ранки стали потихоньку затягиваться. Далее нас ждал большой сюрприз, и второй глаз оказался целым. Только немного мутным, но на качестве жизни это никак не отразится. С носиком все оказалось хуже, опухлость стала спадать, но из-за язвы были поражены ткани, и на ее месте осталась рана с еще одной дырочкой. Мы уже даже стали готовиться к пластике носа. Кормили все также из шприца, потому что из-за заложенного носа она просто не чувствовала запах еды. Но аппетит был отличный. Чтобы малышка не грустила одна, к ней подсадили еще одну больную девочку Спейси, Космос, которой в скором времени придется удалить оба глаза. Ее историю мы обязательно расскажем позже. Девчонки все время проводили вместе, грелись друг об друга и даже стали интересоваться игрушками.
Вот так выглядели раны на лапках уже через 1,5 недели. Сейчас они уже частично обросли шерстью. К счастью, дырочка на носу затянулась сама, и никакой пластики не потребовалось. Но носик остался немного деформирован, как будто вздернут, хотя это только придет ей шарма и индивидуальности. Назвали Джия, с китайского «красивая». И здесь не поспоришь, у малышки уже появились первые фото для личного портфолио, и мы начинаем поиски новой семьи, которая полюбит ее, такую особенную. И еще раз для сравнения: преображение, которое заняло меньше месяца,